Сегодня мы хотим вам поведать о братьях наших меньших, которые порой ценой своей жизни спасали жизнь человеку. Эти интересные истории про животных из реальной жизни способны тронуть за душу каждого. Ведь никогда не знаешь, как сложится твоя судьба и кому придется спасать твою жизнь. Мы собрали разные грустные и смешные рассказы про домашних животных и диких зверей со всего мира. 1. В США кот Винни спас свою семью. Когда дом наполнился угарным газом, он запрыгнул на свою спящую хозяйку, начал царапать ее при этом громко мяукая. Когда хозяйка с трудом проснулась и еле-еле смогла подняться с кровати, то добралась до телефона и позвонила 911. «Если бы не кот Винни, который кричал и царапался, нас бы не было здесь сегодня», — сказала хозяйка. Семья считает, что утечка газа произошла из-за поломки газораспределительной системы в подвале дома. По заверению спасателей, 5 минут и у этой истории был бы грустный конец. 2. Пес-танк спас 92-х моряков, севших на мель. В 1919 году судно под названием «Етхи» врезалось в скалы и село Намель. На борту было 93 моряка и танк, корабельной собаки породы Ньюфаундленд. После того, как одного из моряков унесло в море, моряки вручили в зубы тангу веревку, и тот, прыгнув в воду, и отправился к суше. К всеобщему удивлению моряков, пес достиг земли, держа веревку в зубах. Все 92 моряка остались в живых и были доставлены в безопасное место. Позднее танк был награжден медалью за храбрость. 3. В Красноярске собака спасла своего хозяина. Молодой человек зашел в реку искупаться. Вода была холодной, у него свело ноги, из-за чего он начал тонуть. Когда парень полностью скрылся в воде, спавший на берегу лабрадор по кличке Рэм молниеносно кинулся в воду. Пес попытался ухватить хозяина за одежду, но у него это не вышло. Тогда он прихватил руку хозяина зубами и потащил к берегу. 4. В прибрежном поселке в одном из старых деревянных домов ночью возник пожар. В огне оказались молодая мать и 5 ее детей от 11 до 2 лет. Они спокойно спали, но домашняя кошка Кетти вовремя учуяла запах дыма, залезла под одеяло хозяйки и стала ее больно царапать, пытаясь разбудить. Хозяйка отбросила кошку и повернулась на другой бок. Но кошка не сдавалась до тех пор, пока не разбудила женщину. Началась эвакуация детей. Спаслись все, кроме самой кошки. Дом сгорел дотла вместе с вещами и спасшей всех Кэти. Жители поселка собрали деньги, вещи для погорельцев, устроили их на ночлег. А вот саму спасительницу даже похоронить не удалось. 5. В Австрии коза Мэнди спасла своего хозяина. Фермер Ноэль Осборн упал и повредил бедро, он был слишком далеко от всех, кто мог бы услышать его крики и прийти на помощь. Ноэль пролежал на открытом воздухе 5 дней со сломанным бедром. Но как он выжил? Его спасла коза по имени Мэнди, она легла рядом с ним и грея хозяина. К тому же, козочка кормила его своим молоком, тем самым она помогла фермеру выжить в условиях холодных дождливых ночей. Ноэль Осборн был спасен друзьями на 6-й день. 6. В 90-х в Новосибирске обычная кошка предотвратила гибель хозяина, крупного бизнесмена. Забравшись под его автомобиль, она ни в какую не хотела оттуда вылазить. Тогда мужчина сам полез под машину, чтобы достать любимицу. Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что к днищу авто приклеен пакет. Вызванные саперы установили, что это бомба, подключенная к пейджеру. К счастью, ее удалось обезвредить. Позднее выяснили, что кошка спасла жизнь хозяина всего за полчаса до возможной трагедии. 7. В Подмосковье овчарка пожертвовала своей жизнью для спасения хозяйки и ее 5-летней дочки. Женщина в сумерках выгуливала молодого пса, как вдруг собака бросилась вперед и вцепилась зубами в оголенный провод, свисавший с опоры ЛП. От сильного удара током собака тут же погибла. По словам электриков, если бы не пес, либо девочка, либо ее мать могли получить смертельный удар током. 8. В США кролик сумел предупредить хозяйку о крадущемся воре. В штате Висконсин женщина рассказала полиции, что проснулась от того, что кролик барабанил лапами, как он делает всегда в присутствии чужого человека. Женщина вскочила, закричала и тем самым спугнула вора, проникшего в дом. 9. В Германии кошка спасла младенца, оставленного зимой в ночь на улице. Своим громким мяуканьем кошка привлекла внимание прохожих, и благодаря этому малыш благополучно был доставлен в местную больницу. Здоровью новорожденного уже ничего не угрожает. Где при этом мать мальчика, неизвестно. 10. Доберман-хан не успел пробыть в новом доме и 4 дней, как он уже спас 17-месячную дочку своего хозяина. Шарлотта играла на заднем дворе дома, как вдруг хан начал рычать. Как позже выяснилось,
Хан увидел в траве королевскую коричневую змею. Он попытался оттолкнуть девочку в сторону, чтобы убрать ее подальше от того места, но у него не получилось. Тогда он аккуратно взял ее за пеленку и отбросил ее на метр позади себя. Резкое движение Хана испугало змею, и она укусила его за лапу, но после оказанной ему медицинской помощи, доберман-герой полностью восстановился. 11. Кот по имени Паддинг спас жизнь своей хозяйки Эми Юнг прямо в тот же день, в который был взят домой из приюта для бездомных животных. Девушка страдала от сахарного диабета, и когда у нее случился приступ, то она впала в диабетическую кому. Как только это случилось, Паддинг сразу стал кусать и толкать хозяйку, пока она немного не пришла в себя. Эми была очень слаба и поэтому не могла громко позвать своего сына Итана, который спал в соседней комнате. Тогда котейка вбежал в комнату Итана и начал уже кусать и поталкивать его, пока тот не проснулся и не вызвал службу спасения для матери. Все врачи признали, что кот спас женщине жизнь. 12. Пес породы питбуль по кличке Кило спас своих хозяев. Придя домой после очередной пробежки, американец Джастин Беккер и его подруга услышали стук в дверь. Когда они открыли, на пороге стоял человек, одетый в форму службы доставки, сказавший, что его сканер сломан, и спросил, не может ли он войти в дом, чтобы воспользоваться их ручкой и вручить им посылку. Как только парень переступил порог, доставка сразу же превратилась в ограбление. Недолго думая, Питбуль бросился на грабителя, вооруженного пистолетом. Грабитель успел выстрелить в голову 12-летнего пса, но пуля срикошетила от его черепа и вышла в области шеи, не задев жизненно важных органов. Спустя 3 дня после оказанной медицинской помощи Кило уже гулял на улице. 13. Свинья спасла женщину во время сердечного приступа. В 1998 году у Джоэн Альцман во время отпуска в Пенсильвании случился сердечный приступ. Лулу, свинья ее дочери, выбежала из дома и легла прямо на дороге, тем самым остановив движение. Свинья неустанно пыталась помочь женщине, она возвращалась домой, чтобы проверить, как там Джоэн, а затем бежала обратно на улицу за помощью. В результате у нее получилось привлечь к себе внимание, один мужчина остановил машину и пошел вслед за свиньей в дом, где обнаружил лежащую на полу женщину и, поняв, что случилось, вызвал скорую. 14. Немецкая овчарка Бади спас своего любимого хозяина. Джо Сталникер взял к себе Бади, когда ему было всего 8 месяцев. Джо также научил его пользоваться телефоном, чтобы вызывать 911, когда начал испытывать симптомы надвигающихся приступов. Если Джо потеряет сознание и будет не в состоянии вызвать службу спасения, то Бади должен будет вызвать службу спасения путем нажатия зубами на кнопку быстрого вызова. В 2008 году в службу спасения поступил звонок, но на другом конце линии никто не говорил, а было слышно только, как кто-то громко скулил и выл. Медики прибыли на место происшествия спустя пару минут и обнаружили Джо Сталникера на полу собственного дома без сознания. Спустя пару дней Джо вышел из больницы. Таким образом, овчарка спасла человеку жизнь. 15. Попугай Вилли спас двухлетнюю девочку Ханну Куск, которая задохнулась бы, если бы не реакция птички. Меган Говард, няня ребенка и хозяйка попугая, приготовила пирог, поставила его на стол остывать и ушла в туалет. Находясь в туалете, она вдруг услышала, что попугай громко кричит примерно такие слова: «Мама! Малыш! Мама! Малыш!». Меган побежала на кухню и увидела надкушенный пирог, а рядом девочку с уже посиневшими губами, которая подавилась. Женщина быстро провела маневр Геймлиха, и девочка сама выплюнула кусок пирога. За спасение девочки попугай Вилли был представлен к награде местной службой Красного Креста. 16. Кокер Джерси вцепился в брюки своего хозяина Тома Оуэна, когда тот направлялся к приятелю полетать на его частном самолете. Обычно тихий и спокойный пес скулил и грозно рычал. Заметив, что все же хозяин собрался уходить, собака укусила его за ногу, вызвав гнев всей семьи, и он в итоге не поехал никуда. А на утро стало известно, что приятель разбился на самолете, врезавшись в скалу. 17. Случай из России. Дворняга спасла от землетрясения сразу несколько семей, которые подкармливали ее. Внезапно пес начал истошно выть под дверями домов. Жители были вынуждены выйти, а в это время стены обрушились. 18. Золотистый ретривер Тоби спас свою хозяйку. Находясь у себя дома, 45-летняя Деби Паркхарст ела яблоко и неожиданно подавилась кусочком, который перекрыл дыхательные пути. Женщина начала задыхаться. В этот момент ее двухлетний золотистый ретриви повалил ее на пол и начал прыгать на груди хозяйки. Таким образом, пес Тоби делал нечто похожее на маневр Геймлиха до тех пор, пока кусок яблока не вылетел у нее из горла.
После этого он начал лизать лицо женщины, благодаря чему она не потеряла сознание. 19. Кролик спас от комы человека, страдающего с детства диабетом. В Великобритании Саймон Стигал впал в кому во время просмотра телевизора. Его домашний кролик Дори увидел это и прыгнул ему на грудь, сильно ударив. Виктория, жена Саймона, заметила странное поведение Дори, поняла, что произошло, и вызвала скорую помощь. 20. Английский кокер-спаниель Ханни спас жизнь своему хозяину. Однажды Майкл Бош вместе со своей собакой Ханни попали в аварию на внедорожнике. Вскоре Майкл понял, что они с Ханни остались запертыми в перевернутом автомобиле. Кое-как мужчина смог выпустить собаку на волю, чтобы та смогла привести кого-нибудь на помощь, хоть и сам не очень в это верил. Пятимесячный английский кокер-спаниель привлекла внимание человека, находящегося в полумиле от перевернутого автомобиля, и привела его к месту аварии. Позже спасатели сказали, что если бы не Ханни, то Майкл бы умер. 21. В Таиланде, в городе Пхукет, слон Нингнанг спас жизнь 8-летней девочки Эмбер Мейсон. Она отдыхала вместе со своей мамой и отчимом и подружилась с 4-летним слоном по имени Нингнанг. То место, где они поселились, накрыло цунами. Однажды, играя на берегу пляжа вместе с другими слонами, Нингнанг почувствовал неладное и побежала обратно к девочке, поэтому, когда на город обрушилось цунами, маленькая девочка не пострадала, ведь Нингнанг укрыл ее от стихии собственным телом. 22. Чихуахуа Чичи спасла жизнь двум женщинам. Мэри Лейн со своим мужем отдыхали на пляже, а вместе с ними была их чихуахуа по имени Чичи. Он имел очень спокойный характер и сидел на стуле. Но вдруг пес вскочил и побежал по пляжу, при этом громко гавкая и таща за собой по песку на поводке небольшой стульчик, к которому был привязан. Хозяева погнались за ним и увидели двух пожилых дам, которые попали под штормовые волны и тонули в воде, не в силах выбраться на берег. Мэри и ее муж быстро выволокли дам на берег. Вернувшись обратно к месту отдыха, супруги увидели, как Чичи мирно спит в своем кресле. 23. Белуха Мила спасла 26-летнего дайвера, когда тот принимал участие в соревнованиях по свободному дайвингу, во время которых нельзя использовать какое-либо дыхательное оборудование. Соревнование проводилось в бассейне глубиной 6 метров среди китов. При этом вода была охлаждена до температуры воды в Арктике. Когда дайвер хотел вернуться на поверхность, то почувствовал, что его ноги свело от холода и он не может ими двигать. И тут белуха взяла аккуратно зубами за ноги белуха и подняла на поверхность. Белухи, как и дельфины, обладают телепатией и читают мысли, что и спасло жизнь дайверу. 24. Дельфины спасли пловцов от акулы в прибрежных водах Новой Зеландии. В 2004 году 4 человека избежали смерти от нападения большой белой акулы. Благодаря группе дельфинов, которые стали плавать вокруг них кругами до тех пор, пока акула не потеряла к ним интерес и не уплыла. Сначала пловцы подумали, что дельфины с ними просто играют, однако быстро поняли, что на самом деле эти умные животные спасли их от 3-метровой белой акулы, пытавшейся прорвать кольцо. 25. Львы спасли девочку от похитителей в Эфиопии в 2005 году. По дороге домой из школы 12-летняя девочка была похищена 4 мужчинами. Несколько дней спустя похитители повстречали 3 львов, которые прогнали злоумышленников, которые бросили девочку. Но львы не причинили ей никакого вреда. Когда полиция наконец-то нашла девочку, хищники просто ушли. 26. Собака спасла мужчину от утопления в Испании. Шоколадный лабрадор по кличке Нанук заметил тонущего человека в порту Малаги и привел своего владельца на место происшествия. Худощавый мужчина, на вид которому было 60 лет, почти замерз и был близок к тому, чтобы утонуть. Если бы не пес, он вряд ли бы выжил в этой ситуации. Позже лабрадор получил похвалу от администрации порта. 27. Кошка Салли спасла мужчину во время пожара в доме в Австралии в 2014 году. Крейг Дживс спал у себя дома, когда начался пожар. Вдруг полосатая кошка Салли прыгнула ему на голову и стала кричать. Дживс проснулся как раз вовремя, чтобы успеть выбраться из дома, который вскоре полностью сгорел. 28. Лошадь по имени Керри спасла свою хозяйку, мать двоих детей Фиону Бойд. Она была одна на семейной ферме, как вдруг услышала крики теленка за окном. Когда она вышла на улицу, то увидела, что теленок потерял свою маму и не мог найти ее среди других коров. Она решила ему помочь и отвезти теленка к его матери в сарай. Но мама заметила своего теленка раньше и неправильно восприняла жест Фионы. Посчитав, что женщина отобрала ее теленка и хочет убить его, корова понеслась на женщину, сбив ее с ног, а после этого начала топтаться по ней.
Фиона лежала на земле, прикрывая руками голову, но когда топот прекратился, она подняла голову и увидела, что ее 15-летняя лошадь по имени Керри, которая находилась неподалеку, стала бить ногами корову. Пока лошадка отвлекала корову, Фионе удалось отползти в безопасное место под электрический забор. 29. В США штат Арканзас теленок спас женщину от змей. Дженнис Вольф находилась на заднем пастбище фермы, где работала, когда 11-месячный теленок Ватуси неожиданно повернулся к ней и преградил путь. Она не могла понять, зачем он это делает, взяла его за рога и попыталась увести со своего пути. Однако животное вскинуло голову, из-за чего женщина потеряла равновесие и упала. Потом, когда Дженнис увидела в траве ядовитую змею, то поняла, что змея находилась как раз там, где была бы ее нога, если б не Ватуси. Вот так теленок спас жизнь женщине.